Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сегодня у нас новый урок, и, как обычно, мы начинаем с повторения. Хасанан, давайте переведем. Сколько ручек на столе? Переводим. كم قلما على المكتب؟ كم قلما على المكتب؟ طيب. Мой друг живет в доме моей сестры. صديقي يسكن في بيت أختي. Я жил в районе университета. سكنت في حي الجامعة. حسنا, давайте вспомним. Как же сказать книги? Книги во множественном числе на арабском. Кутуб. Как же скажем ручки? Аклям. Дни. Айям. Давайте переведем. 8 дней до школы. ثمانية أيام قبل المدرسة. Переведите с арабского. أي كتاب تفضلين؟ أي كتاب تفضلين؟ Какую книгу ты предпочитаешь? Мы обращаемся к девушке, к девочке. في الشقة 5 غرف. Давайте вспомним это предложение. Составьте свое похожее предложение. Например, скажите, что в квартире 8 комнат, 10 комнат, 3 комнаты и так далее. Хасанан, у каждого было свое предложение. Мы с вами говорили, вернее, вспоминали, как на арабском будет после и до. Давайте тоже вспомним. بعد, قبل. Давайте составим предложение. Давайте составим сначала предложение со словом بعد. Составьте свое предложение сейчас. حسنا. Мое предложение. بعد الدرس عندي استراحة. بعد الدرس عندي استراحة. Что означает после моего урока у меня استراحة. Перемена. Составьте предложение со словом قبل. حسنا. Я же могу сказать قبل الدرس عندي استراحة, то есть до урока у меня перемена.
Истираха, давайте отметим, это слово означает перемена, отдых. Истираха. Хасана. Истираха – это у нас какой-то небольшой отдых, да, недолгий. Истираха – перемена. Тайп. Давайте вспомним, где мы остановились. Мы остановились в диалоге на предложении, в вопросительном предложении «Фи айи даурин ашакка». Мы сказали, что означает слово «даур». «Даур» означает «этаж». «Этаж». В данном диалоге, да? Оно переводится как «этаж». Давайте с вами переведем такое предложение. На каком этаже живет Венера? Значит, «Фи айи даур таскуну Венера». Хасана, как я сказала, слово «даур» на самом деле имеет не один перевод, он не только имеет значение как «этаж». В одном из таких значений, да, другое его значение – это, например, как роль. То есть твоя роль, да, допустим, роль в обществе. Например, мы можем составить такое предложение, да? التعليم يلعب دورا مهما. Талим – образование. Глагол يلعب – играет. Дауран – роль. Мухимман – важную. Хасана. Далее давайте снова вернемся к нашему диалогу. К слову даур мы еще после вернемся, да, поговорим о других значениях. Но возвращаемся сейчас к диалогу. И дальше, смотрите. Ашаккату фи даурил хамис. Хамис. Хамис означает пятый. И сегодня мы с вами поговорим о порядковых числительных. Итак, слово хамис означает пятый. И обратите внимание, что мы для того, чтобы сказать пятая, мы просто на конце добавляем тя марбуту. Допустим, да? Вот человечек бежит, и мы говорим хуа хамис. Хуа хамис. Он пятый. Хуа хамис. Теперь давайте немножко поговорим о грамматике, да? Порядковые числительные. Аль-ададу тартиби. В арабском языке, по сути, очень логичны. Фактически все они от 2 до 10, они строятся по формуле или же по модели фа'иль. То есть, давайте рассмотрим. Вот у нас с вами числительное хамса. Хамса, да? Значит, что мы делаем? Мы берем коренные буквы ха, мим, син и подставляем под нашу формулу. Ха, добавляем наш алиф, далее буковки мим и син. И подставляем точно так же огласовки. Хамис. Получается у нас хамис. Если же у нас числительное будет в женском роде, то мы просто на конце добавляем та марбуту. Подписываем та марбуту. Хасана. В принципе, все несложно, да? Еще такие моменты, которые мы должны с вами обязательно проговорить. Ну, во-первых, да, порядковые числительные, они всегда следуют за существительным. То есть, если мы до этого говорили хамса гуруф, да, 5 комнат, то есть сначала у нас было числительное, а потом уже существительное, то с порядковым числительным будет все наоборот.
Мы сначала говорим существительное, как в данном случае, да, аддерсу, рабиа. Получается, у нас сначала следует существительное, а за ним будет следовать наше числительное, порядковое числительное. И оно будет полностью согласоваться с ним в роде. Если у нас слово дерс мужского рода, значит и числительное будет тоже в мужском роде. Если существительное будет с артиклем алиф-лям, значит и числительное будет с алиф-лям. Еще раз, да? Значит, если существительное с артиклем, еще раз повторяюсь, то и числительное, оно должно быть с артиклем. Таеб. Давайте с вами рассмотрим все наши числительные. Значит, здесь у вас перед вами числительные от 1 до 10. Обратите внимание, что первый столбик у нас идет для мужского рода, например, да, для слова даур, а второй для женского, например, для слова касса. Вспомните, да, на прошлом уроке мы проходили слово касса. Аль-ауэль, الثاني, الثالث, الرابع, الخامس, السادس, السابع. Так, السابع. И здесь у меня опечатка, да? Так, после сабя у нас идет thэмин. Вот посмотрите в правом столбике. Thэмин. Thэмин – это 8. То есть здесь у нас должна быть просто без тамарбуты, да? Здесь у меня произошла опечатка, у меня 4-й рабя, да, стоит. Следующий идет тася, ашир. Будьте внимательны, хорошо? Соответственно, женский род. الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة العاشرة. Все по тому же принципу. Мы просто добавили, смотрите, алиф. И по формуле, все по формуле фа'иль. Один и тот же вазн. Хасанан. Обязательно запишите все, отметьте. И далее мы переходим на практику. Вы можете сделать себе скриншот. Каждый делает то, как ему удобно, да? Самое главное, практикуйте и не оставляйте. Первое, нужно нам все понять. Правильно, да? Далее постараться запомнить. Ну, естественно, практиковать. Давайте скажем, первый этаж. الدور الأول. Вторая девочка. البنت الثانية. Третий дедушка. الجد الثالث. Четвертая бабушка. الجدة الرابعة. Пятая книга. الكتاب الخامس. حسنا. Вашим же заданием будет продолжить до 10. Составьте свои предложения, используя порядковые числительные. Хасанан. На этом мы с вами закончим и продолжим, иншаллах, на следующем уроке. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.